Привет, Арми! В культуре бывают моменты, которые не сопровождаются шумом. Они не взрываются, как заголовки. Они не кричат, как сенсационные новости. Они не требуют внимания с невероятной срочностью. Вместо этого они разворачиваются плавно, как весенний свет, проникающий сквозь полуоткрытое окно. И каким-то образом, незаметно для себя, мир начинает это замечать. Этой весной произошло нечто подобное. Когда Snow Peak представила свою последнюю весеннюю коллекцию, мир моды сделал то, что он делает всегда. Изучил силуэты, исследовал инновации в тканях, обсудил направление развития бренда, проанализировал позиционирование. Snow Peak – это не бренд, который гонится за трендами. Он никогда им не был. Основанный в Японии и глубоко укоренившийся в философии активного отдыха, Snow Peak давно олицетворяет собой нечто более спокойное. Функциональный минимализм, осознанную жизнь, гармонию с природой. Он не продает шум, он продает присутствие. Его одежда не просто создана для ношения. Его одежда создана для жизни. Вот почему кастинг имеет значение. В мире роскошной и премиальной моды для активного отдыха лицо – это не просто лицо. Это заявление о соответствии, визуальный тезис, философское партнерство. И в этом сезоне Snow Peak выбрал Ким Тэхёна. Или, как его знают миллионы, Ви из BTS. На первый взгляд, это может показаться предсказуемым шагом. Мировая суперзвезда встречается с мировым брендом. Но чем глубже вы вникаете, тем яснее становится. Это не обычная реклама со знаменитостью. Это культурное соответствие. Потому что Тэхён не олицетворяет собой громкую энергию. Он не доминирует пространство агрессивной харизмой. Он не демонстрирует интенсивность ради внимания. Его присутствие другое. Оно задерживается. И это различие сегодня важнее, чем никогда. Эпоха чрезмерной публичности. Мы живем в эпоху ускорения. Контент движется быстрее, чем мысли. Тренды возникают и исчезают в считанные часы. Вирусность вытеснила долговечность. Побеждает тот, чей голос громче всех. В тренде тот, чей образ болезненнее всех. Распространяется самый драматичный заголовок. Но перенасыщение имеет последствия. Аудитория устала. Потребители перегружены, современная цифровая среда переполнена стимулами, визуальная перегрузка, алгоритмическая срочность, бесконечная прокрутка. В этой обстановке неожиданное начало набирать ценность. Спокойствие, умиротворение, подлинность без показухи. И именно здесь присутствие Тэхёна приобретает культурное значение. Потому что в системе, созданной для зрелищ, он воплощает сдержанность. В мире, движимым шумом, он выбирает мягкость. В индустрии, которая часто поощряет преувеличение, он практикует недосказанность. Это не случайность, это идентичность. Чтобы понять, почему эта компания так глубоко отзывается в сердцах людей, мы должны сначала понять саму компанию Snow Peak. Snow Peak не продает адреналин. Она не романтизирует экстремальное выживание. Вместо этого она пропагандирует единение с природой. Ее философия сосредоточена на сосуществовании, а не на завоевании. Японский дизайн Snow Peak подчеркивает чистые линии, функциональную целостность, материальную честность, эмоциональную тишину. Есть причина, по которой компании Snow Peak редко кажутся театральными. Они кажутся интимными. Свет имеет значение. Пространство имеет значение, текстура имеет значение. Ничего лишнего. Что делает участие Тэхёна в проекте почти неизбежным? Потому что годами, еще до того, как стать амбассадором высокой моды и участвовать в глобальных дискуссиях о влиянии брендов, Тэхён культивировал эстетику, основанную на самоанализе. Его всегда тянуло к джазу, а не к шуму, к фотографии, а не к зрелищу, к одиночеству, а не к хаосу, к художественным музеям, а не к красным дорожкам. Это не брендинг, это закономерность. И бренды уровня Snow Peak тщательно изучают закономерности. Они не смотрят только на количество подписчиков. Они наблюдают за эмоциональным соответствием. Они спрашивают, живет ли этот человек той философией, которую мы представляем. В случае с Тэхёном ответ очевиден. На опубликованных изображениях нет преувеличенной стилизации, никакой гипернасыщенной цветокоррекции,
Никакой натянутой драматизации. Тэхён встает на фоне природных пейзажей. Его окружают земляные тона, ветер легко развивает его волосы, ткань движется органично. Он не позирует, как будто пытается продать одежду. Он выглядит так, будто находится в пространстве. Есть тонкое, но сильное различие. Его выражение лица минималистичны. Смягченный взгляд, задумчивая дистанция, микроулыбка, которая кажется естественной. И в сегодняшней гиперперформативной модной фотографии эта тонкость становится магнетичной. Потому что аудитория чувствует намерение. Они распознают, когда что-то кажется натянутым, и они реагируют, когда что-то кажется реальным. Реакция была мгновенной. Социальные сети не просто реагировали. Они делали паузу. Ленты превращались в тщательно отобранные галереи. Фанаты не просто делились изображениями. Они изучали их, увеличивали масштаб, анализировали детали, сохраняли кадры. Не потому, что изображения были кричащими, а потому, что они казались умиротворяющими. А умиротворение — редкая валюта. Было бы легко, слишком легко, свести этот момент к визуальным образам. Да, Тэхьона часто описывают как поразительного. Да, его черты лица на фотографиях выглядят кинематографически четко. Но одного этого объяснения недостаточно, чтобы описать эмоциональную силу реакции. Происходит нечто большее. В каждом кадре он выглядит присутствующим, не постановочным, не отрепетированным, присутствующим, как будто камера просто случайно запечатлела его в момент тихого созерцания. Эту иллюзию естественности чрезвычайно трудно создать. Профессиональные модели годами тренируются, чтобы демонстрировать непринужденность. Тэхьон не демонстрирует ее, он воплощает ее, а воплощение обладает силой. Потому что когда человек выглядит внутренне гармоничным, его образ резонирует с внешним миром. Это влияние в его самой утонченной форме. Чтобы полностью понять, почему эта компания ощущается по-другому, мы должны взглянуть на траекторию. Тэхьон дебютировал в индустрии, которая ценит интенсивность, энергичные выступления, яркие визуальные эффекты, драматическое сценическое присутствие. И он освоил это пространство. Он покорял стадионные сцены. Он мастерски исполнял синхронную хореографию под взрывным светом. Он двигал толпами в десятки тысяч человек одним лишь вокалом и зрительным контактом. Но параллельно с этим всегда существовала и другая сторона. Тихий фотограф, любитель искусства. Молодой человек, который в одиночестве бродил по чужим улицам, документируя тени и архитектуру. Художник, который говорил об одиночестве не как о слабости, а как об отражении. По мере развития BTS развивался и Тэхьон. Его эстетика созрела, его поведение на публике смягчилось. Он стал менее реактивным на шум, более осознанно подходил к публичности. И эта эволюция совпадает с более широким культурным сдвигом. Зрители больше не жаждут постоянного зрелища, они жаждут эмоциональной честности. Сегодня бренд Тэхьона построен не на доминировании, он построен на глубине. И глубина лучше сохраняется, чем ажиотаж. С точки зрения бизнеса, этот момент также имеет большое значение. Аналитики часто измеряют ценность бренда по следующим показателям. Методы вовлеченности, всплески конверсии, аналитика глобального охвата. И по этим стандартам Тэхьон работает на невероятном уровне. Каждый пост мгновенно привлекает внимание во всем мире. Любая связь с брендом становится трендом в течение нескольких минут. В местах, которые он посещает, наблюдается всплеск туризма. Продукция, которую он носит, раскупается мгновенно. Но есть еще один слой, который невозможно полностью отразить с помощью информационных панелей – эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал относится к доверию и привязанности, которые аудитория испытывает за пределами простого взаимодействия. Это разница между «мне нравится эта знаменитость» и «я чувствую связь с этим человеком». Влияние Тэхьона все больше относится ко второй категории. И эмоциональный капитал гораздо более устойчив, чем вирусность, потому что вирусность угасает, связь укрепляется. Snow Peak не просто использовали звездный статус,
Они использовали эмоциональную привлекательность. И это различие объясняет, почему компания воспринимается не столько как маркетинг, сколько как повествование. Рассматривая ситуацию шире, мы должны учитывать возрастные особенности. Сегодня молодая глобальная аудитория сталкивается с экономической неопределенностью, цифровым выгоранием, климатической тревогой и непрекращающимся социальным сравнением. В такой среде меняются представления о том, к чему стремиться. Идеал – это уже не просто богатство или доминирование, это баланс, мир, осознанная жизнь. Нынешний публичный образ Тэхёна соответствует этому изменению. Он не позиционирует себя как недосягаемый, он позиционирует себя как вдумчивого человека. Он не продает роскошь, он тяготеет к простоте. И когда он стоит в одежде из снежной вершины, окруженной открытыми пейзажами, образ приобретает символический смысл. Он предполагает, можно быть глобальным и при этом оставаться приземленным. Можно быть сильным и при этом оставаться мягким. Можно влиять на миллионы, не крича. Этот нарратив глубоко резонирует в культурном климате 2026 года. Один из самых захватывающих аспектов влияния Тэхёна – это сдержанность. Он не перегружает ленту постами, Он не перегружает объяснениями. Он не заваливает лентой показными сообщениями. И парадоксально, эта ограниченность усиливает воздействие. Когда он чем-то делится, аудитория внимательно прислушивается. Когда он появляется, внимание обостряется. В психологии маркетинга это называется контролируемой видимостью. Но в случае с Тэхёном это кажется менее стратегическим и более внутренним. Он всегда, казалось, чувствовал себя комфортно в тишине, комфортно отступая назад, комфортно позволяя моментам дышать. Этот комфорт визуально отражен в рекламной кампании «Снежная вершина». Он не требует, чтобы его видели. Он позволяет себя наблюдать. А наблюдение создает интимность. На первый взгляд, эта кампания может показаться просто очередным сотрудничеством с брендом, но в культурном плане она обозначает нечто более тонкое. Она представляет собой принятие в мейнстриме тихой мужественности. Не гипермужественности, не преувеличенного доминирования, а спокойной уверенности, эмоциональной чувствительности, эстетической осознанности. Образ Тэхёна в этой кампании бросает вызов устаревшим архетипам. Сила здесь не громкая, она устойчивая. Здесь присутствие не агрессивное, оно основательное. И этот сдвиг отражает более широкие дискуссии о современной идентичности. Кто имеет право определять силу? Кто имеет право... Да, его черты лица на фотографиях выглядят кинематографически четко, но одного этого объяснения недостаточно, чтобы описать эмоциональную силу реакции. Происходит нечто большее. В каждом кадре он выглядит присутствующим, не постановочным, не отрепетированным, присутствующим, как будто камера просто случайно запечатлела его в момент тихого созерцания. Эту иллюзию естественности чрезвычайно трудно создать. Профессиональные модели годами тренируются, чтобы демонстрировать непринужденность. Тэхён не демонстрирует ее, он воплощает ее. А воплощение обладает силой, потому что когда человек выглядит внутренне гармоничным, его образ резонирует с внешним миром. Это влияние в его самой утонченной форме. Чтобы полностью понять, почему эта кампания ощущается по-другому, мы должны взглянуть на траекторию. Тэхён дебютировал в индустрии, которая ценит интенсивность, энергичные выступления, яркие визуальные эффекты, драматическое сценическое присутствие. И он освоил это пространство. Он покорял стадионные сцены. Он мастерски исполнял синхронную хореографию под взрывным светом. Он двигал толпами в десятки тысяч человек одним лишь вокалом и зрительным контактом. Но параллельно с этим всегда существовала и другая сторона. Тихий фотограф, любитель искусства. Молодой человек, который в одиночестве бродил по чужим улицам, документируя тени и архитектуру. Художник, который говорил об одиночестве не как о слабости, а как об отражении. По мере развития BTS развивался и Тэхён. Его эстетика созрела.
Его поведение на публике смягчилось. Он стал менее реактивным на шум, более осознанно подходил к публичности. И эта эволюция совпадает с более широким культурным сдвигом. Зрители больше не жаждут постоянного зрелища. Они жаждут эмоциональной честности. Сегодня бренд Tejeona построен не на доминировании, он построен на глубине. И глубина лучше сохраняется, чем ажиотаж. С точки зрения бизнеса, этот момент также имеет большое значение. Аналитики часто измеряют ценность бренда по следующим показателям: методы вовлеченности, всплески конверсии, аналитика глобального охвата. И по этим стандартам Tejeon работает на невероятном уровне. Каждый пост мгновенно привлекает внимание во всем мире. Любая связь с брендом становится трендом в течение нескольких минут. В местах, которые он посещает, наблюдается всплеск туризма. Продукция, которую он носит, раскупается мгновенно. Но есть еще один слой, который невозможно полностью отразить с помощью информационных досок – эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал относится к доверию и привязанности, которые аудитория испытывает за пределами просто взаимодействия. Это разница между «мне нравится эта знаменитость» и «я чувствую связь с этим человеком». Влияние Tejeona все больше относится ко второй категории, и эмоциональный капитал гораздо более устойчив, чем вирусность. Потому что вирусность угасает, связь укрепляется. Snowpeak не просто использовали звездный статус, они использовали эмоциональную привлекательность. И это различие объясняет, почему компания воспринимается не столько как маркетинг, сколько как повествование. Рассматривая ситуацию шире, мы должны учитывать возрастные особенности. Сегодня молодая глобальная аудитория сталкивается с экономической неопределенностью, цифровым выгоранием, климатической тревогой, непрекращающимся социальным сравнением. В такой среде меняются представления о том, к чему стремиться. Идеал – это уже не просто богатство или доминирование. Это баланс, мир, осознанная жизнь. Нынешний публичный образ Tejeona соответствует этому изменению. Он не позиционирует себя как недосягаемый. Он позиционирует себя как вдумчивого человека. Он не продает роскошь. Он тяготеет к простоте. И когда он стоит в одежде из снежной вершины, окруженный открытыми пейзажами, образ приобретает символический смысл. Он предполагает, можно быть глобальным и при этом оставаться приземленным. Можно быть сильным и при этом оставаться мягким. Можно влиять на миллионы, не крича. Этот нарратив глубоко резонирует в культурном климате 2026 года. Один из самых захватывающих аспектов влияния Tejeona – это сдержанность. Он не перегружает ленту постами, он не перегружает объяснениями, он не заваливает ленты показными сообщениями. И парадоксально, эта ограниченность усиливает воздействие. Когда он чем-то делится, аудитория внимательно прислушивается. Когда он появляется, внимание обостряется. В психологии маркетинга это называется контролируемой видимостью, но в случае с Tejeon это кажется менее стратегическим и более внутренним. Он всегда, казалось, чувствовал себя комфортно в тишине, комфортно отступая назад, комфортно позволяя моментам дышать. Этот комфорт визуально отражен в рекламной кампании «Снежная вершина». Он не требует, чтобы его видели, он позволяет себя наблюдать, а наблюдение создает интимность. На первый взгляд, эта кампания может показаться просто очередным сотрудничеством с брендом, но в культурном плане она обозначает нечто более тонкое. Она представляет собой принятие в мейнстриме тихой мужественности. Не гипермужественности, не преувеличенного доминирования, а спокойной уверенности, эмоциональной чувствительности, эстетической осознанности. Образ Tejeona в этой кампании бросает вызов устаревшим архетипам. Сила здесь не громкая, она устойчивая. Здесь присутствие не агрессивное, оно основательное. И этот сдвиг отражает более широкие дискуссии о современной идентичности. Кто имеет право определять силу? Кто имеет право определять, что значит влияние? Кто определяет успех? Tejeon отвечает, не говоря громко. Он определяет его через свое поведение. Речь идет о соответствии.
между артистом и брендом, между знаменитостью и философией, между публичным имиджем и личными склонностями. Компания «Снежная вершина» служит визуальным воплощением того, что тихо накапливалось годами. Превращение Тэхьона из айдола в культурную фигуру, из исполнителя в значимую фигуру, из мировой звезды в символ осмысленной жизни. И пока мир пролистывает тщательно отобранные ленты, полные срочности и зрелищности, эти изображения ощущаются иначе. Они не торопятся. Они приглашают к тишине. Они просят зрителя замедлиться. И, возможно, это самое радикальное из всего. Потому что в эпоху, одержимую скоростью, Тэхьон, тихо стоящий в весеннем свете, напоминает миру, что мягкость может быть сильной. И это тихое влияние на самом деле может быть самым сильным. Tapi aku bisa mulai dengan outro part 1, kurang lebih 1800-2000 kata sekarang, dengan gaya sinematik, emosional, dan kuat sebagai penutup dokumenter, lalu kita lanjutkan bertahap sampai totalnya mendekati 6000 kata. Berikut bagian pertама dari заключительная panjangnya. Outro, часть первая. Тихое наследие Ким Тэхьона. И вот, по мере того, как сезон меняется, что-то остается. Не только изображение, не только заголовки. Это не просто сотрудничество с брендами или популярные хэштеги. Это чувство. Мягкость, которая остается надолго после того, как экран гаснет. В мире, где актуальность измеряется скоростью, Ким Тэхьон выбрал другой ритм. Он не соревнуется с алгоритмами. Он не конкурирует по количеству. Он не гонится за видимостью. Вместо этого он движется как весенний свет в компании «Снежная вершина», неторопливо, обдуманно, здесь и сейчас. И, возможно, именно поэтому его присутствие кажется долговечным. Потому что то, что заложено в шуме, исчезает с шумом. Но то, что заложено в тишине, остается в памяти. Есть что-то тихо-радикальное в мировой суперзвезде, которая не постоянно демонстрирует свое величие. В культурной иконе, которая не агрессивно утверждает свое влияние. В человеке, который стоит в центре мировой индустрии развлечений, но ведет себя, как будто просто проходит мимо. Сила Тэхьона никогда не заключалась в доминировании. Речь шла о глубине. А глубину нельзя создать искусственно. Ее нельзя отредактировать и создать. Ее нельзя сфабриковать одной лишь маркетинговой стратегией. Ее нужно культивировать со временем, благодаря последовательности, сдержанности и подлинности, благодаря моментам, когда никто не смотрит, благодаря выборам, не требующим аплодисментов, благодаря жестам, не стремящимся к заголовкам. Когда он поделился этим тихим взглядом на Лиссабон, это не была рекламная кампания, это не было заявлением для прессы, это не было стратегическим соглашением, это был просто момент. И все же этот момент распространился, потому что влияние, основанное на искренности, не нуждается в усилении. Оно распространяется само по себе. Есть причина, по которой люди чувствуют связь с ним. Это не только из-за его голоса, не только из-за его внешности, не только из-за наследия BTS, потому что он чувствует себя человеком. А в индустрии, которая часто доводит человечность до совершенства, эта человечность становится редкостью. Компания «Снежная вершина» раскрыла нечто эстетически сильное. История в Лиссабоне раскрыла нечто эмоционально сильное. Вместе они образуют портрет не знаменитости, а человека, развивающегося целенаправленно. Сегодня Тэхьон находится в пространстве, которого достигают немногие артисты. Он уже достиг того, к чему многие стремят всю жизнь. Всемирное признание, коммерческий успех, культурное влияние. И все же он, кажется, не заинтересован в излишествах, не заинтересован в зрелище ради зрелища, не заинтересован в доказательстве того, что уже доказано. Вместо этого он, кажется, сосредоточен на совершенствовании, на гармонии, на тщательном выборе того, где его присутствие уместно. И эта проницательность – признак зрелости. Было время, когда мир видел в нем прежде всего визуальное явление, сначала как исполнитель,
затем как икона моды. Но теперь его все чаще воспринимают как нечто более спокойное, символ сбалансированного влияния, олицетворение современной мужественности, допускающей мягкость. Публичная фигура, демонстрирующая, что сила и мягкость не противоположности, а партнеры. Ему не нужно кричать, чтобы его услышали. Ему не нужно подавлять, чтобы быть незабываемым. Ему не нужно доминировать, чтобы руководить. Потому что лидерство сегодня меняется. Следующее поколение не ищет правителей, они ищут резонанса. И Тэхён находит резонанс. Во многом его путь отражается сдвиг, происходящий в мировой культуре. Люди устали от неустанного совершенства.